Сегодня нам придется разобраться в том, кем же действительно является Нахт. Является ли он предателем, ведь некоторые его фразы проявляют на него не очень хорошее впечатление. Сейчас можно подумать, будто он один из тех, кто вообще напрямую работал на злодея и прикрывал Люциуса. Или же Фауст Нахт — это жертва, которой манипулирует антагонист. Сегодня нам придется в этом разобраться. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, согласитесь, что это было достаточно громкое вступление, чтобы Нахт и предатель, что здесь, черт возьми, происходит? А на самом деле все довольно реалистично. И 331 глава Черного Клевера тому подтверждение. До того момента, пока еще не раскрылась личность Люциуса, Дамнатио провел собственное расследование касательно демонов, черпая информацию при этом из документов семей, которые промышляли демонологией в королевстве Клевер. Наверняка большинство документов было изъято с архива поместья Фауста, так как они, скорее всего, самые продвинутые в этой стези. Обратим еще внимание, что документам этим более 20 лет, а значит, эта информация была известна уже давным-давно, но, конечно же, среди узкого круга лиц. Так вот, в этих документах говорится о расположении верховного дьявола Астарота, точнее, о его отсутствии в преисподней, а он, на минуточку, является одним из правителей обитания дьявола в лоре Черного Клевера. И из этого следовало сделать вывод, что, собственно, и продемонстрировал Дамнатио, говоря, что единственным в мире, кто мог обладать магией времени, это был Астарот. С того момента личность Юлиуса, а точнее Люциуса, была раскрыта. Это заявление можно было бы сделать еще раньше, ведь все это, как тому, на кого возложили все свои надежды семьи Фауст, было известно Нахту. Но никаких упреждений в сторону Юлиуса и его прямой связи с Астаротом не было сказано Нахтом. Более того, он сам начал работать на Юлиуса, затянут в сценарий Люциуса. Судьба его даже чем-то похожа на манипуляцию с Зеноном. Видно, что действием управлял один и тот же человек. Но об этом немножечко позже. И для начала предлагаю вам обратить внимание на спонсора этого ролика. Если вы хотите красиво оформить свою страницу в соцсетях, сайт, сообщество или канал, к примеру, на YouTube, тогда можете воспользоваться помощью дизайнера. Фишка этого проекта в том, что каждому клиенту применяется индивидуальный подход к решению любых вопросов касаемо дизайна. А также каждый второй заказ на Develux Division будет бесплатным. Дизайнер работал со многими известными брендами, такими как Xiaomi, CSGO Boost Service и многими другими. По промокоду ZIK вам будет доступна скидка 15% на каждый заказ. Переходи по ссылке в описании и закажи дизайн для своих медиаресурсов. Давайте продолжим. Есть еще один момент, когда Нахт был всего лишь за шаг до того, чтобы раскрыть главного врага и в целом начать противодействовать темной триаде, которая тогда-то как раз и была в центре внимания. Все это произошло в 262 главе на собрании капитана, когда вице-капитан Черных Быков лично явился к ним. При этом никто из присутствующих даже не знал, кто он, кроме, естественно, Юлиуса Новокрона, который и поручил ему стать их шпионом в королевстве Пик. На этом собрании он рассказал о планах темной триады, о древе Клипот, катализаторах Яме и Ванженсе и о верховном дьяволе Люцифере, говоря, что если он все же явится в этот мир, человечеству придет конец. И вроде бы все было сказано верно, однако не было совершенно ничего упомянуто о других верховных. А ведь если бы у него действительно не было никаких злых умыслов, и он бы не плясал под чужую дудку, пришлось бы говорить о Вельзевуле и Астароте. Тогда бы наверняка нужно было бы рассказать и про силу этих самых дьяволов.
дьяволов. И опять-таки, пришлось бы раскрыть одну неувязочку, что один-то из правителей преисподней покинул свое место обитания уж как минимум 20 лет тому назад. И так как Нахту стали известны семейные тайны, то, что он умолчал важную информацию, теперь по прошествию 331 главы поставило его не в лучшем свете. Я считаю, что это сокрытие мало чем может оправдать Нахта, ведь в конечном итоге он действительно пытался противостоять планам Темной Триады, и он не хотел открытия врат Древа Клипот, и в конце концов он отчаянно боролся против Люцифера. Нахта заставили верить в то, что путь, который он выбрал, действительно верный, а та информация, объявленная вице-капитаном, не была истинной целью, против которой нужно бороться, ибо, как мы уже знаем, даже Люцифер оказался лишь очередной игрушкой в плане Люциуса. Ритуал Клипот был лишь частью его замысла, а продуктом этого спектакля было сердце Верховного Дьявола. И Нахт, сам того не подозревая, в этом всем сыграл роль координатора. Но что же заставило его пойти таким путем? Сейчас расскажу. Помните, я говорил, что судьба Зенона и Фауста Нахта как будто написана одним почерком. Изначально нам показывают отличную дружбу Ями и Нахта, после чего их разлучают. Ями с Морганом Фауст присоединяются к отряду Аквамаринового Оленя, а как мы знаем, туда его завлек именно Юлиус, как ни странно. Но при этом Нахта не берут с собой, напрочь забыв о его таланте. Никто, ни Ями, ни Морган не замолвили за него словечко, но одновременно с этим никто и не отрицал, что у Нахта невероятный талант, однако его бросили как котенка на обочину. После этого будущий вице-капитан Черных Быков внедряется в дело своей семьи, демонстрирует там свой невероятный талант как в магии, так и в изучении демонологии, подчиняет своей воле 4 дьяволов, после чего и добирается до переломной точки. Ослепленным своим талантом он хочет заполучить еще большую силу с помощью реликвии родства с высокопоставленным дьяволом. И тут уж нужно задаться вопросом, как вообще была заполучена эта реликвия? Была ли она наследием семьи Фауст, или же она была заполучена благодаря Люциусу? Ибо после призыва Люцифугуса, высокопоставленного дьявола, ритуал подчинения пошел совсем не так, как должен был. И вместо того, чтобы умер призыватель, как это было раньше, погибли все те, кто даже не участвовал в ритуале. То есть вмиг, почувствовав горечь поражения, Нахт также потерял все то, чем так сильно дорожил. Это и стало переломным моментом, чтобы Нахт пошел именно по тому пути, который нужен был Люциусу. Он забрал у него все то, что было ему так дорого, и сменил его восприятие мира, так же, как это он сделал с Зеноном. В целом, Нахт действительно оказался предателем, вот только он сам этого не подозревает. Вице-капитан стал марионеткой Люциуса и не раскрывал его личности до момента получения желаемого результата. Вот только одно мне все-таки не дает покоя. Почему он не рассказал об Астароте? Почему он прикрыл Юлиуса, зная, что Астарота давно нет в преисподней? А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось. И несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр и всем пока-пока.